Приветствую всех! Сегодня видео покороче, так как спешу поделиться информацией, которая пришла недавно о возможном развитии событий в конце декабря. Предыдущее видео о предположительном влиянии налоговой отчетности институционалов на цену биткоина в конце года вызвало много разных мнений, причем довольно противоречивых. Не буду вдаваться в разнотолки и отражу лишь ключевую мысль. Бравадный рост цены биткоина в данном концепте выглядит для многих слишком неправдоподобным и настораживающим. Повторюсь, я доносил лишь основную тенденцию в очень упрощенной форме, чтобы трейдеры и холдеры могли учесть данное институциональное побочное влияние на цену биткоина в своих стратегиях. И я рассчитывал на то, что различные детали и тонкости сможет додумать каждый сам, поэтому и не разбирал возможные сюрпризы, которые, несомненно, нам встретятся как в конце декабря, так и в начале января. Они могут нам встретиться, но не обязаны. Поэтому разберем один гипотетический вариант промежуточного обвала. Он один из многих, но, на мой взгляд, довольно вероятный. Итак, рассмотрим сценарий поведения биткоина в конце декабря. Но вначале отвечу на самый часто задаваемый вопрос. До какой цены может вырасти биткоин в пределах 2-3 недель, или месяца? Здесь определяющим является не цена, а временная точка. Биткоин будет расти, скорее всего, в цене до 1 января, а может даже и до середины или конца месяца. Но вот совсем ли без сюрпризов? Скорее всего, нет, и они могут произойти. Давайте разберем конкретные случаи. Подложкой для нашего сценария будет являться предположение о том, что на криптовалютном рынке присутствует очень мощный управляющий капитал. Об этом шла речь вот в этом видео. Этот капитал настолько мощный и подвижный, что способен сдвигать капитализацию того же биткоина на 80-120 миллиардов в течение пару суток в ту или другую сторону. Но так как любая капитализация не отражает реально влитого капитала, о чем, кстати, знают многие опытные трейдеры, то в случае биткоина можно говорить округленно о плече 1 к 10. Это значит, что речь идет о 8-12 реальных миллиардах, а может и даже и больше, которые способны при желании встряхнуть капитализацию биткоина довольно основательно. Опять же, как в ту, так и в другую сторону. Думаю, сейчас не стоит выяснять причины данных интервенций. Потеряем время и не успеем подготовиться. Лучше представим, что мы и есть те пресловутые безлимитные инкогнито, двигающие рынок по тому или иному заказу. Взглянем на график биткоина и прорисуем его до начала января, основываясь на безмятежном вливании большого институционального капитала, о котором говорилось в предыдущем видео. Вот так выглядел бы график. Как вы его находите? Вам нравится? Имеется в виду, вы уже не вы, а вы — это те беспредельно жирные рулилы рынка, для которых такие фонды, как Grayscale Bitcoin Trust или подобные, это просто мелкая рыбешка. Не хочется вам внести в этот график немного разнообразия? Я уверен, что вам бы захотелось его слегка подправить. Может даже не слегка, так сказать, оставить свой росчерк. Так, для истории. Вижу, что вам уже становится интереснее. Причем вы должны это сделать так, чтобы особо не пострадали те институционалы, которых вы до этого так долго и утомительно уговаривали разместить свой капитал в этом рисковом активе под названием биткоин. Так, теперь надо выбрать число. Допустим, 23, 25 или 27 декабря. Давайте остановимся на 25-м. Какие рисуются варианты, чтобы как-то разнообразить эту скукотищу? Допустим, с 23 по 25 декабря идем стремительно вверх, а потом также стремительно вниз. Причем так миллиардов на 100, округленно. И чтобы не совсем трепать нервы щепетильным институционалам и всяким там фондам, к январю все вернуть как было. То есть, как будто ничего и не было. Так же ведь интересней, правда?
Какие цены мы увидим в этом случае? Возьмем интервенцию 120 миллиардов. Допустим, срыв биткоина вниз будет происходить с 25 тысяч за биткоин. Смотрим. 25 тысяч цены соответствует примерно 450 миллиардов капитализации биткоина. Значит, если вынуть 120 миллиардов, то она станет 330 миллиардов. И цена опустится в район 17 800. Теперь, если добавим сюда срыв стопов, нервный рынок и лавинообразный эффект, то слетит еще примерно 50 миллиардов спекулятивного капитала. И капа упрется в 280 миллиардов, что соответствует цене 15 100. Это уже на что-то похоже и намного красивее, не правда ли? И это все еще перед Новым годом. И это, так сказать, мягкий вариант. При жестком можем опуститься в район 12,5 тысяч. Но ненадолго. А к 31 декабря или к первым числам января опять все вернуть в район 25 тысяч. То есть так же, как и было. Так, наверное, выглядело бы намного убедительнее. Мол, ничто теперь не может поколебать новых максимумов. Если даже и есть срыв, то гарантирован возврат к прежним высоким уровням. Конечно, нет никаких гарантий, что будет именно этот вариант, но все же эту картинку лучше держать перед глазами. А еще лучше расставить в эти зоны ордера на закупку уже сейчас. Просто на всякий случай. Почему? Потому что затяжных просадок сейчас, скорее всего, не будет. Зря, что ли, так долго институционалов зазывали. Ведь и другие тоже на подходе, их бы не распугать. А может, как раз для них и планируют вероятную просадочку? Кто его знает. Опять же повторюсь, что это возможный, но не гарантированный вариант. Теперь, что в этом случае будет происходить с эфиром, лайткоином, допустим, с троном? Так как они идут к биткоину с небольшим плечом, то можно примерно предположить уровень цен для дополнительной докупки в случае, если будет коррекция. Особенно для тех, кто не успел это сделать раньше. Сначала выясним процент предполагаемого падения биткоина. Допустим, с 25 тысяч на 17 800. Процент падения равен 37%. Значит, эти альты упадут на все 40%. То есть эфир опустится до $420, лайткоин до 74, округленно, трон до 2 центов. Остальные крупные альты можно рассчитать по той же схеме. А те альты, что уже и так на абсолютных минимумах, будут поначалу отскакивать вверх, а потом вернуться к сегодняшним ценам. Такая вырисовывается картина. То есть данный гипотетический вариант показывает нам, что если вдруг и будет какая-то просадка, то есть какие там вообще мы цифры видим и что будет происходить в случае, если все не будет идти так гладко, как может показаться на первый взгляд. В заключение напомню еще раз о нашем хеджирующем токене Olbitex. Можете просто сделать стоп-кадр и почитать. Или посмотрите предыдущее видео. А на сегодня благодарю за внимание. Надеюсь, расстаемся ненадолго. Или просто подключайтесь к нашим телеграм каналам или к чату. Желаю всем спокойных новогодних праздников, желанных подарков, а главное хорошего настроения, несмотря ни на что. Желаю всем также максимального профита, вы самые лучшие, и спасибо вам всем за ваши лайки и всестороннюю поддержку.